words you said. You got me falling again. I need to hear it from you. When you look at me that way, I'm done. You pull me back to you. You might get me, might get married to my own pity. 50-50, you might be right. I might have the worst night of my life. Do you believe in miracles? You never heard me sing. You're gonna be a comfort when I hit that high seat. It's something so unholy, they never stood a chance. I'll make them all believers by the time I hit the bridge. Всем здравствуйте, еще раз всем привет. Если слышно, если есть звук, дайте плюсик в чат, и мы начнем. Отлично, есть все, звук есть. Итак, начнем наш разбор недельный. Так, хочу начать сначала, прежде чем сделать разбор этой недели. Хочу вообще объяснить, как цена, почему вся цена двигалась таким образом. На основе всего этого движения, месячного движения, хочу сказать, лежит ибда цикла, опять-таки. Так. Ибда циклы Майкл Хаддлсон, ICT, он разделяет на 20-дневные, 40 и 60-дневные, да, циклы. Плюс Декстер разделяет эти циклы на 3, то есть на 3 фазы. Если брать в месячном обрезе, то 3 месяца образуют один цикл ибда. То если брать на недельном формате, то 3 недели образуют один цикл ибда. В дневном формате 3 дня образуют один цикл ибда. И внутри этих циклов формируется ликвидность. И цена всегда охотится за этой ликвидностью. И сейчас мы будем разбирать эти ибда-циклы в формате месячного цикла. Как я и говорил, если месячный цикл, мы должны брать 3 последних месяца. То есть ибда кубок месячный. Для этого мы должны взять 3 последних месяца. Я сейчас разделю с помощью индикатора на месяцы. Вот эти красные вертикальные линии — это разделители месяцев. Вот здесь октябрь, тут уже так. Так, сделаем вот так лучше. Вот беру последние 3 месяца
сейчас буду писать. Здесь первый месяц, вот. Так, второй месяц и третий месяц. Вот 3 месяца последних. И теперь внутри этих трех месяцев мы должны отметить для себя ликвидность. Ликвидность в виде имбалансов, либо равных лоев, либо хаев. Сейчас я удалю. У меня включен индикатор, который будет отображать уже имбаланс. Вот, включаю на недельном таймфрейме. И как мы видим, вот отсюда, если начинается у нас этот цикл, вот с этого месяца, месяц, трехмесячный цикл, это low, это high. Вот здесь 3 месяца цена, она только двигалась в лонговом направлении. И внутри этого движения цена образовала здесь неэффективность. То есть вот тут был сформирован у нас имбаланс в недельном формате. Online translation is impossible, bro. Just after that, after finishing this video, the YouTube can translate it automatically. You should wait about 1 day. After 1 day, you can get English subtitles. Итак, это индикатор. Сейчас я вам покажу. Индикатор называется ICT Kill Zones плюс Pivot. Разработчик TFO. Этот индикатор показывает у вас недельные, дневные, вот, дневные опены, True Day Open, дневные High Low и разделители дней. Затем недельный True Open, недельный High и Low, затем разделяет недели. И месячный True Open, месячный High Low и разделители месяцев. Вот. Просто ставите галочку, и он сразу будет показывать у вас вот так месяцы, разделяя месяцы. Итак, как мы видим, здесь у нас вот образовалась неэффективность в виде недельного имбаланса. И когда цена вот здесь в недельном формате закрылась телом ниже вот этой недельной свечи, то вот здесь можно было уже предполагать то, что если мы здесь создали RL, то теперь цена будет охотиться за IRL ликвидностью, то есть за internal, за внутренней ликвидностью. IRL. И на недельном разрезе самый первый, самый ближайший IRL недельный, это вот. И как раз цена пришла именно на диапазон, в диапазон этого недельного имбаланса. Вот. Здесь и здесь у нас были плюс равные лои, вот эти равные лои. Это тоже сильный уровень ликвидности. Тут мы сформировали SMT-дивергенцию с S&P 500. Да? Вот это SMT-дивергенция. У нас есть SMT. И этот SMT, он у нас формируется где? Внутри диапазона, недельного диапазона. Плюс, если мы перейдем на более старший таймфрейм, на месячный таймфрейм, то мы здесь можем увидеть также, сейчас я вам покажу, так. Вот, видите, вот этот имбаланс на месячном таймфрейме, тут у нас есть непроторговленная зона.
месячный имбаланс. И цена как раз приходит, забирает ликвидность, заполняет эту неэффективность в виде месячного имбаланса. И тут мы формируем SMT-дивергенцию с S&P 500. Это уже сильный сигнал. Это первый сильный сигнал, то что цена с большей вероятностью здесь может уже отсюда может развернуться. Потому что мы формируем внутри диапазона месячного имбаланса плюс недельный имбаланс. И если мы посмотрим через призму Double Purge концепцию, да, DPT концепцию, то мы забираем ликвидность. Вот здесь у нас рейндж, рабочий рейндж был вот этот, вот он, high и low, вот этой свечи. Как только мы забрали ликвидность, эта свеча закрывается внутри диапазона, вот этого диапазона. Сейчас я сделаю больше. Вот наш рабочий диапазон. Этот high и этот low. Этот high и этот low. Здесь уже вступает в силу анализ по Double Purge концепции. То есть захват двойной ликвидности. И у нас здесь происходит первый захват. Первый Double Purge. Почему? Потому что мы забираем ликвидность и закрываемся внутри этого рейнджа. Вот. Теперь перейдем на дневной таймфрейм. На дневном таймфрейме что у нас имеется? Так. Мы имеем SMT-дивергенцию, которая является сигналом разворота тренда. Плюс свеча пятницы, она закрылась внутри этой свечи от четверга. Это тоже подтверждение для разворота, либо для одного отката. Когда у нас формируется такая формация, мы должны сразу отметить для себя, откуда цена может получить реакцию и развернуться, либо, если пробьет этот уровень, то уже будет подтверждение для трендового движения. Самый первый у нас зона FTA, зона сопротивления, это является вот этот ордер-блок. Вот этот бычий ордер-блок. И если цена оттолкнется от этого ордер-блока, и тут мы сформируем слом структуры, то можно было торговать уже в продолжение медвежьего тренда. Но если цена пробьет этот уровень сопротивления, то дальше мы уже будем двигаться в лонговом направлении. Нужно было просто смотреть в понедельник, как в понедельник нам нарисует график. И надо было то есть смотреть на реакцию, как цена будет реагировать в понедельник на этот ордер-блок. Я сначала на дневном таймфрейме быстренько всю неделю прогоню, объясню, как, почему все это двигалось. А потом уже перейду к разбору своих трейдов. Эта неделя она была очень легкой. Можно сказать, всю дистрибуцию недели я поймал. Но это уже сейчас, чуть позже. Итак, значит, дневной таймфрейм. В понедельник мы ждем чего? Два сценария всегда. Если цена придет на уровень этого дневного ордер-блока, то мы должны здесь увидеть слом структуры, да? Вот в таком виде. Тест и дальше продолжение. Либо мы должны пробить этот уровень, пробиваем телом, затем тестируем этот ордер-блок и продолжаем движение выше. В этом случае будет уже полный разворот, и мы разворачиваемся от медвежьего тренда к бычьему.
И первая зона сопротивления, FTA зона, это является вот этот ордер блок. Что делает понедельник? Смотрим. В понедельник цена стремительно и убедительно прям открывается сначала гэпом здесь и убедительно идет в лонговом движении, в лонговом. Переходим на 4-часовой таймфрейм, на более ниже. И что мы видим здесь? Мы видим, что цена прям импульсивно двигается в лонговом направлении, не замечая здесь никаких зон сопротивления в виде имбалансов FVG. Это понедельник, значит во вторник мы должны увидеть что? Во вторник мы должны увидеть, что цена закроется телом над этой свечой понедельника, но при этом мы должны протестировать вот этот ордер блок, потому что этот уровень у нас уже будет уровнем поддержки. То есть вот здесь у нас будет уровень цист на дневном таймфрейме. И если мы закроемся выше этой свечи, то самый ближайший таргет будет вот эти равные хаи. Equal ликвидность. Равная ликвидность. Итак, вторник. Что делает вторник? Вторник тестирует, глубоко тестирует дискаунт понедельника, затем закрывается телом над хаем понедельника. Кто если смотрел мой урок по Daily Bias, здесь мы имеем подтверждение, что трендовое движение продолжается. То есть мы имеем подтверждение трендового движения. Потому что мы закрываемся телом над хаем предыдущего дня. И тут мы здесь можем уже смело таргетироваться на эти хаи. Как я объяснял в предыдущих стримах, если цена намерена двигаться в лонговом движении, в лонговом тренде, то она будет всегда делать движение такое. Сначала создаст какую-то ликвидность, да? Потом манипуляция в дискаунт, и только после этого будет движение в лонг. Это мы можем увидеть вот внутри свечи вторника. Сначала цена сделала манипуляцию в дискаунт, затем она пошла в лонги и закрылась в премиуме. В среду мы ожидаем тоже наподобие такого движения. Одно движение, манипуляция должна быть в дискаунт, и затем трендовое движение, расширение должно быть в лонг. И вот мы, смотрите, здесь не видно, здесь свеча не оставила хвостов, но внутри этого было манипуляционное движение, локальное, только после этого цена ушла в лонг и забирает вот эти равные хаи. Вот. И тут мы снова опять подтверждаем тренд, потому что мы закрываемся телом над хаем предыдущего дня. Это нам дает уже подтверждение байса, что байс у нас бычий. И здесь таргетом будет уже хай этой свечи, уже вот этой свечи. Это была у нас, это был четверг, были праздники. Цена находится внутри еще, здесь особого движения не было. Но мы сделали манипуляцию. Вот это хвост этой дневной свечи, это манипуляционное движение было. И затем, вот, пятница, мы забираем ликвидность. Теперь перейдем на 4-часовой таймфрейм и разберем, как там цена образовывала структуру.
сделаем вот так. С чистого листа опять, смотрите. Если посмотреть просто на чистый график, здесь мы уже можем увидеть. Так, вот так сделаем. И наша неделя, она начиналась вот отсюда, да? Воскресенье, пятница, да. Вот отсюда начинается неделя. Открывается, что делает цена? Цена сначала стремительно пробивает, делает импульсное движение в лонг, затем во вторник спускается в дискаунт. Вот, тестируем 4-часовой имбаланс вот этим движением. Затем обратно импульсным движением делаем пробой. Вот тут снова цена опускается на уровень 4-часового имбаланса. Это и есть концепция RL и RL. Вот это RL, затем цена делает RL. Если кто-то, наверное, есть среди вас, которым тяжело дается понимание этой концепции RL и RL. Для меня тоже так было в начале, когда я только изучал, что такое RL и RL. И вот здесь цена делает именно RL. Вот он. Это движение считается RL, потому что цена падает internal range ликвидность, забирает internal, затем идет на RL. RL у нас будет так, вот здесь, ближайший. Вот этот swing high, это RL. Затем цена образовывает новый high, вот здесь, вот он, новый high. Опускается, тестирует снова имбаланс от 4-часовой, вот он. Здесь снова повторяется то же самое. Теперь RL будет вот это, RL будет вот этот high, вот этот swing high. Это swing high. Здесь самые отличные позиции для лонгов. Если вы здесь заходите, вы и таргет, самый ближайший таргет ставите вон на этот high. Внутри вот этого движения локального. После этого цена опять формирует вот тут 4-часовой имбаланс. Вот он. Но, поэтому здесь важный момент. На NASDAQ цена не доходит до этого 4-часового имбаланса, но на S&P 500 оно доходит. Поэтому надо всегда держать один глаз на NASDAQ, другой глаз на S&P 500. Вот это 4-часовой имбаланс. И цена, смотрите, здесь мы тестируем, а здесь мы не тестируем. И тем самым мы здесь формируем SMT дивергенцию, который подтверждает, что трендовое движение продолжается в лонговом направлении. Затем здесь цена делает импульсное движение, но новый тренд импульсный здесь формируется, но при этом снова мы формируем 4-часовой имбаланс. Вот он. И цена поднимается вот до сюда, затем падает сюда. После этого, после того, как она тестирует этот 4-часовой имбаланс, цена снова продолжает свое движение в лонговом направлении. Это и есть суть механики движения цены. То есть цена всегда делает, ходит от RL к RL, от RL к RL. Все, ничего там нового нету. Вот так. От RL к RL и наоборот.
Это и есть механика цены. И самые отличные, самые лучшие позиции для входа, они формируются всегда вот тут. Так. Где это? Вот здесь. Вот здесь. Когда цена спускается, тестирует ИРЛ, самые отличные, лучшие позиции, они всегда формируются здесь. Вот если вы здесь поймаете, то цена никогда не будет опускаться ниже этого уровня. Потому что здесь уже цена делает манипуляцию, делает ребаланс, и все, и ей больше нет интереса спускаться еще раз, делать глубокий откат. Потому что все, что она должна была здесь сделать, она сделала. Она протестировала эту зону неэффективности. Здесь мы сформировали баланс между покупками и продажами, поэтому цена уже не будет опускаться. И здесь самые лучшие стоп-лоссы, они всегда удерживаются. Это на 4-часовом. Если спуститься на часовой таймфрейм, то здесь еще лучше можно увидеть структуру. Итак, опять начнем. Здесь структура уже, смотрите, еще лучше, да, можно увидеть структуру. Прям отчетливо вырисовывается MXM модель. Вот кривая продаж опять, вот кривая покупок. Вот кривая покупок. Вот тут у нас SMR. Здесь SMR. SMR. Если SMR, то мы здесь должны увидеть low risk buy зону. Да? Формирование low risk buy зоны. Вот смотрите, это самый-самый low, swing low. И вот эта свеча, она формирует у нас цист уровень. Потому что эта медвежья свеча является началом движения, которое забирает ликвидность и формирует самый-самый swing low, нижний. И что делает цена? Смотрите. Здесь у нас, то есть цист уровень, потом вот тут у нас MSS, вот этот high формирует у нас слом через MSS. Цена делает слом, затем обратно возвращается. И тут у нас две позиции самые лучшие для входа. Вот в виде имбаланса часового, вот, либо тест уровня цист. Вот цена опять возвращается, заполняет этот имбаланс, тестирует этот цист, и после этого начинается вот это все импульсное трендовое движение. Для подтверждения, смотрите, если вы хотите с малым риском торговать, то тут было дополнительное подтверждение было вот здесь. Когда цена закрылась телом, вот здесь бычья свеча закрывается телом над этим mitigation блоком, вот это уже сильное подтверждение внутри концепции MMXM. Тут опять вам дают вторую возможность для входа в позицию, потому что вот этот имбаланс, он не перекрыт телом ни одной свечи. Фитиль не считается. Вот. Цена опять возвращается, тестирует этот имбаланс, но правильнее будет уже вот этот rejection блок. Вот этот rejection блок. Цена тестирует этот rejection блок, и отсюда опять начинается движение. То тут вход вот в этой позиции был бы вообще железный, без потерь. Затем цена опять можно здесь сформировать вот этот range, да? Вот этот range.
Если у нас формируется range, dealing range, вот здесь мы забираем ликвидность, здесь мы достигаем какого-то хая, затем цена показывает откатное движение. И чтобы узнать, докуда будет это откатное движение, мы должны поделить этот range на премиум и дискаунт. Вот премиум, вот дискаунт. Цена опускается в дискаунт, тестирует в дискаунте часовой имбаланс и опять отсюда уходит. Разрывается. Дальше уходит. Затем опять вот тут мы тестируем имбаланс. Вот он. Тест часового имбаланса, опять разрыв. Здесь тоже вот цена находится внутри часового имбаланса. Вот. Этот часовой имбаланс не дает опуститься цене ниже. Если посмотреть, смотрите, ни одна свеча телом не смогла закрыться ниже 0,5 уровня этого имбаланса. Это сильный сигнал. Это говорит о том, что цена не намерена разворачиваться и либо делать глубокий откат. Потому что, почему она здесь не сделала глубокий откат? Потому что у нас здесь находится BPR-зона. BPR-зона. И над ним находится этот часовой имбаланс. Когда идет BPR в комбинации с имбалансами, то если у вас находится имбаланс над BPR, то цена никогда не сможет достигнуть этого даже BPR. Она оттолкнется от этого имбаланса. Здесь то же самое. Цена спускается до часового имбаланса, вот отсюда, вот здесь. Делает глубокий откат. Здесь мы формируем SMT-дивергенцию, и дальше опять идет расширение. И все это внутри модели MMXM. Цена еще не достигла, конечно же. Вот здесь, если мы будем брать вот эти хаи за оригинальную консолидацию, она еще не достигла. Но нам и не нужно. Внутри прошедшей недели мы должны были работать вот с этим рейнджом. Наш рабочий dealing range был вот этот рейндж. От high и low. Если это high и это low. Здесь уже чисто для моих студентов, которые знают. Так. Смотрите, ребята, здесь. Вот у нас потенциальный наш таргет. Да? Здесь у нас SMR-зона. И вот здесь мы ожидаем формирования. Вот этого еще у вас нету всего. Да? Допустим, вот этого движения у вас еще нет. Но у вас есть вот это. Отталкиваясь от истории, мы строим наш прогноз на будущее. И вот в этом диапазоне мы уже можем ожидать один ордер блок, который будет high probability, то есть ордер блок с отработкой, с высокой отработкой, либо один measuring gap, который не должен быть заполнен. И смотрим, вот у нас идет серия имбалансов, но ни один из них еще пока не заполнен. Итак, мы ожидаем, когда цена пойдет обратно заполнять эти имбалансы. И вот тут, смотрите, вот здесь мы делаем, вот тут уже был сигнал. Вот здесь мы уже могли включить работу по measuring gap. Вот. Итак, значит, первая фаза Silver Bullet у нас была вот здесь. Вторая фаза Silver Bullet у нас формируется здесь. И таргет, вот, первый take profit у нас вот в этом диапазоне должен быть. Вот в этом диапазоне. И с помощью этого инструмента можно было здесь спокойно отработать и забрать свою порцию профита.
И вот цена вот достигла как раз, и здесь все, неделя закончилась. Здесь был отличный момент для того, чтобы поработать именно с этими инструментами, да, swing rates. Итак, теперь перейдем к разбору моих сделок. Как я работал внутри этой недели. Итак, начнем. Вот мой первый трейд, это было в понедельник. Вот моменты входа. Давайте разберем теперь, как я делал анализ в понедельник, на что опирался и какие моменты для меня были самыми важными в принятии решений. Итак, сделаем вот так, перейдем на М1. Вот здесь начинается понедельник. Да? Понедельник открывается с гэпом, но в лондонской сессии мы уже спустились и проторговали этот New Opening Week диапазон. Итак, дождемся Нью-Йорка. Вот Нью-Йорк. Вот тут начинается у нас Нью-Йорк. Сразу Нью-Йорк начался импульсным движением в лонг, без манипуляций. Хотя здесь у нас была собрана ликвидность, вот это в виде low resistance ликвидности. Но цена не стала опускаться ниже на NASDAQ. М1. Все. Здесь пока у меня не было, на данный момент, вот в этом моменте, пока не было ничего не ясно. Я не стал здесь ни открывать, ни заходить в позицию. Только вот здесь, когда цена нам дала SMT дивергенцию, смотрите, вот тут мы сформировали SMT дивергенцию. Так. Сейчас. Вот. Даже вот так было. Вот. SMT у нас есть, но этого было недостаточно мне. Можно было вот тут уже войти при формировании SMT дивергенции, но я не стал рисковать в это время. Я дождался. Тут вот если цена пробьет, вот этот high, swing high, для меня это будет подтверждением слома структуры. Вот этот уровень. Далее. Я отметил для себя, видите, вот эта серия медвежьих свечей. Здесь вот тело этой свечи, оно будет для меня уже уровнем циста. Так. Цист. И что я хотел здесь увидеть? Если цена намерена дальше двигаться, потому что мы здесь сформировали SMT дивергенцию, и если цена уже здесь намерена дальше двигаться в лонговом направлении, то она должна пробить вот этот уровень МСС, затем обратно вернуться, протестировать цист и развернуться. Я ждал именно этого движения. И далее, если мы посмотрим, как раз вот цена делает слом, мы подтверждаем МСС. Затем, при этом, тут формируется
плюс еще имбаланс FEG. Здесь уже нам рисуют, можно сказать, своего рода А плюс модель, потому что мы забрали ликвидность, сделали слом структуры, и цена теперь должна спуститься на этот диапазон имбаланса и отсюда оттолкнуться. И смотрим, смотрите. Вот цена спускается на этот диапазон и разворачивается телом от этого имбаланса. Вот пока нет, вот здесь сейчас следующая свеча, вот она, вот разворот. И тут я захожу в шарт в лонговом направлении, потому что все мои предположения, они подтвердились. Мы закрылись телом, вот, сделали слом структуры, затем вернулись, протестировали этот цист-уровень, заполнили этот имбаланс. Все, я вошел в позицию. Теперь куда я буду таргетироваться? Так. Таргет. Для таргета я здесь определил, сейчас, минутку. Здесь плюс работал с STDV, да, стандартными отклонениями. Итак, мы здесь, цена еще находилась внутри диапазона 1,5 отклонения между минус 2 и минус 1,5. Поэтому цена, по моим расчетам, она должна зайти в диапазон минус 2, 2,5 и здесь сделать одно откатное движение, либо разворот полностью. И поэтому я нахожу внутри этого диапазона равные хаи, то есть равную ликвидность. Вот здесь я вижу то, что здесь стоит равная ликвидность. Вот она. И я ставлю свой take profit именно вот на этот диапазон. Теперь у меня получается, что мой take profit находится внутри зоны 2-2,5, плюс этот уровень take profit приходится на равную ликвидность. Я просто теперь жду, как цена дальше будет двигаться. Так. Сейчас. Стоп можно за этот лоу. Это вот так. Так, и здесь мы уже имеем 1 к 7 take profit. То есть начинается ланч-сессия. Заканчивается. И в PM мы достигнем таргета своего. Есть. И вот наш трейд. Первый трейд 1 к 7 отработал. Да, конечно, заняло немало времени, но зато есть take profit. И, как мы видим, цена ни разу даже не сблизилась к нашему стопу. Да.
Вот. Либо можно здесь торговать просто тупо на 1-3, 1 к 3. Ставите свой вот 1 к 3 РР и работаете тупо по этой концепции. РР у вас всегда должен соответствовать к 1 к 3. Это уже здесь наименьший риск будет. Итак, понедельник мы отработали, теперь переходим ко вторнику. Так, вот тут мы уже имеем range, да, вот смотрите, здесь уже у нас есть range. Я отмечаю этот range на премиум и дискаунт. Окей, вот. И в дискаунте я отмечаю теперь для себя важные POI. Важные POI это будут для меня в виде часового имбаланса. Либо М15, либо часовой. Итак, самый первый имбаланс в дискаунте это у нас вот этот уровень. Вот он. Так. Все, я отметил этот уровень. И я жду, чтобы цена упала в дискаунт. И внутри этого часового имбаланса я буду ожидать слома структуры. Слом структуры в лонг. Вот тут у нас начинается нью-йоркская сессия. Сейчас я перейду на М1. Вот это отработка понедельника. Здесь вот вторник. Во вторник я поймал шортовое движение. Шорт также вот здесь. Сейчас я вам покажу это, почему и как это все происходило. Так, на М1 перейдем. И вот здесь, когда началась нью-йоркская сессия, между NASDAQ и S&P 500 сформировалась SMT-дивергенция. Вот она. Которая была подтверждением смены движения. То есть здесь цена сделала лонговое движение, здесь сформировали, вот тут сформировали SMT. И тут это означает, что с лонгового цена должна перейти в шорт. Подтверждением. Так, сейчас. Вот этот уровень у меня будет цистом. Так, вот цист уровень. И как только вот цена здесь закрывается телом, я жду открытия второй свечи. Вот вторая свеча здесь открывается. На секундном таймфрейме можно еще лучше увидеть. И тут я выполняю вход в шорт. С таргетом на 0,5 уровень этого часового имбаланса. Есть, вот смотрите, мы сразу моментально цена достигает нашего тейк-профита, мы забираем ликвидность, плюс, видите, реакцию, цена отсюда получает реакцию. Теперь нам здесь нужно просто увидеть слом структуры. Вот этот high для меня будет теперь MSS уровнем. Под ним находится у меня имбаланс. Вот. Мы уже достигли дискаунта. Все. И чтобы войти,
я должен увидеть, чтобы цена вернулась, чтобы заполнить вот этот имбаланс, и после этого только должен войти в сделку. Потому что вот тут у меня уже есть подтверждение слома структуры. Вот в виде вот этой свечи, которая закрывается телом над уровнем этого МСС. Почему это? Потому что в младшем таймфрейме, если мы перейдем, это будет swing high, который формирует слом. Вот тут. На младшем таймфрейме здесь у вас будет swing. И смотрите, цена опять вернулась. Вот тут можно было открывать позицию. Вот в этом. Почему? Потому что мы видим, что вот эта свеча, она тестирует этот имбаланс, закрывается внутри предыдущей свечи, рейнджа предыдущей свечи. Это уже сигнал. Так что со следующей свечи можно открывать лонговую позицию. Как я и так и сделал. Вот здесь отработал, зашел в шорт, затем закрыл позицию здесь. Вот, мы достигли дискаунта. Это скрины именно с того дня, где-то вот 25 ноября. Вот, скрины. И тут я выполняю вход. Видите, вот вторая зеленая стрелка, это точка входа. Тут дополняю позицию. И теперь, вот мы вошли. Что будет у нас таргетом? Куда мы должны здесь таргетироваться? Теперь опять мы должны работать с рейнджом. Да? Вот у нас рабочий рейндж. Да? Рабочий рейндж. Где у нас уровень сопротивления? Зона сопротивления. Мы сейчас находимся в часовом таймфрейме. Вот тут у нас часовой имбаланс, и цена находится внутри этого часового имбаланса. И мы видим, что цена, она двигается в премиум, лонг. Поэтому мы должны теперь отметить ордер блок после имбаланса. Я отмечаю вот этот ордер блок. Вот он. Вот его ордер блок. И take ставлю на 0.5 уровень. 0.5 уровень этого ордер блока. Так, если у нас был отсюда вход, стоп за этот swing low и take сюда. Первый take profit, вот этот high, свой high. Второй take profit у нас будет 0.5 уровень часового, то есть 0.5 уровень ордер блока. Это второй take profit. Здесь у нас первый take profit диапазон. Почему 0.5 уровень этого ордер блока? Потому что этот ордер блок является protected high. Мы достигли первого take profit нашего, но день здесь уже закрывается в шаге от нашего второго take profit. И вот в азиатской сессии мы достигаем своего второго take profit и заходим в зону ордер блока. Этот ордер блок, он является protected high. Можно взять даже вот этот последнюю бычью свечу. Вот. И здесь уже ждать реакцию. Потому что это сильный уровень сопротивления, и здесь цена должна встретить сопротивление. И здесь, когда достигнет этого диапазона, цена сделает откатное движение, одно откатное движение.
Так, вот первый take profit я здесь закрываю, затем открываю вторую позицию и с таргетом на этот ордер блок. Вот вход и вот отработка этого уже в тот же день, 25-го. И теперь, если посмотрим с точки зрения концепции PO3, да, Power of 3, то у нас вот это движение было аккумуляцией. Вот это движение, оно было манипуляционным движением. Это было манипуляцией. Аккумуляция, манипуляция. И, соответственно, если у нас была аккумуляция, затем манипуляция, то после завершения манипуляции у нас всегда приходит что? Дистрибуция. Вот. И это движение уже было дистрибуционным движением. Вот это движение дистрибуция. Поэтому я у себя и отметил, что вот аккумуляция, манипуляция и дистрибуция. Это у нас вторник был. Теперь так. Среда. Сейчас. Дойдем сразу до нью-йоркской сессии. А вот. Опа. Вот смотрите, как я и говорил, мы достигли до диапазона ордер блока от часового. И что здесь цена делает? Она отталкивается от 0,5 уровня этого диапазона ордер блока и делает одно откатное движение. Вот оно. Откат. Теперь перейдем на М1. Здесь у меня был... Так, вот. Позиция здесь такая. И теперь перейдем здесь на М1. Тут я отмечаю для себя ордер блок. Так, можно на М5 даже. Если нам нарисует на М5 ордер блок. Да, есть. Вот так сделаем. Вот эта серия медвежьих свечей у нас будет ордер блоком. Итак, что я здесь ожидал? Вот это движение с открытием Нью-Йорка, это была манипуляция. Мы забрали ликвидность с лондонской сессии. Но при этом мы здесь формировали опять low resistant ликвидность. Вот она. Я хотел, чтобы, если цена намерена продолжать лонговое движение, то она должна забрать вот эту ликвидность, потом оттолкнуться от какого-то POI, либо от имбаланса, либо от ордер блока. Поэтому я отмечал здесь ордер блок и ждал реакцию от него. Вот смотрите, мы здесь достигли этого ордер блока, при этом мы тут формируем SMT дивергенцию с S&P 500. Так. Вот этот лоу, да, можно брать. Вот так. Смотрите, у нас есть SMT. Так.
Итак, у нас вот тут получается MSS. Вот он. А почему MSS? Потому что вот здесь мы сформировали новый low, если брать по телам свечи. Поэтому я беру, что этот high сформировал этот low, и когда цена пробьет этот уровень телом, то здесь будет у меня слом структуры. И затем цена здесь формирует имбаланс. Вот он. Телом закрываемся тут. И вот тут самая хорошая была позиция для того, чтобы войти в лонг. Да, вот так сделаем. Все, заходим в лонг позицию. И таргет теперь у нас будет опять часовой. Переходим на часовой таймфрейм. Да. Включаем индикатор, чтобы он показал нам часовые имбалансы. Самый ближайший, смотрите, первый таргет это вот здесь. Ай, блин, неправильно написал. Вот здесь первый таргет у нас. Второй это будет вот этот часовой имбаланс. Второй таргет. Почему? Потому что на пути у нас здесь формируется MXM модель, и на пути к нашей оригинальной консолидации у нас есть зона FTA, зона сопротивления в виде часового имбаланса. И поэтому это будет первой зоной сопротивления, откуда цена может получить реакцию, сделать откатное движение. Соответственно, до этого цена обязана дойти, потому что здесь несбалансированный имбаланс. Поэтому я ставлю свой таргет именно на этот уровень. Затем у нас начинается четверг. Да? Сейчас перейду на М5. Вот М5. Здесь заходим. Цена уходит в консолидацию, закрывается день, начинается четверг, и в четверг опять цена, так как были выходные в Америке, День Благодарения, то есть был праздник, цена была в консолидации. Здесь формируем рейндж, и в Нью-Йорке когда цена делает манипуляцию в шорт, я открываю еще одну позицию. Добавляю позицию себе. И все, и жду. Особого движения не было в четверг. Все интересно началось. Вот, в связи с праздником даже вот, PM-сессия была дохлая. В пятницу, конечно же, ожидал нормальное движение, но в связи с тем, что произошли сбои в CMA Group, здесь цена сразу открылась с гэпом, а Лондона не было вообще. Мы заполнили этот имбаланс, который сформировали при открытии. И затем достигли таргета. Вот, отработка. Заполнили дневной, это часовой имбаланс. И все. И затем цена ушла в консолидацию. Вот такой у меня была неделя. Получается, полностью вот это движение я взял. Сейчас я удалю это все. Да, от понедельника получается у нас вот отсюда вот до сюда.
полностью недельное расширение. Вы сами видели, как было отработано было. Ничего сложного, все в рамках ICT концепции. Теперь, если делать прогноз на следующую неделю, то так, это месячный вот у нас месяц закрывается внутри предыдущего месяца, неделя также закрывается внутри, плюс мы закрываемся телом над хаем предыдущей недели. И мои прогнозы к следующей неделе, вообще к следующему месяцу у нас будет, я ожидаю, бычий тренд, так как у нас начинается новый цикл PO3 внутри месячной фазы, то первая неделя, она может, будем смотреть, как она будет формироваться. Либо будет в аккумуляции, либо будет сразу расширение. То есть мы можем сразу достигнуть вот этих таргетов внутри недели. Так, сейчас. Вот. Это очевидные таргеты. Но до него у нас есть вот эта зона сопротивления, FTA зона в виде дневного rejection блока. И когда цена дойдет до этого уровня, мы можем ожидать одно откатное движение, либо глубокий откат, но все равно достигнем вот этого таргета хая. Это может быть либо в следующую неделю, внутри этой недели, либо если цена пойдет в консолидацию, мы можем остаться внутри еще этого рейнджа. Так. Нет, опа. Внутри рейнджа достигнем и упадем. Здесь будет какая-то консолидация, потом манипуляция и дистрибуция в лонг. Либо мы можем сразу уже начать месячный цикл с фазы расширения и сразу достигнем этого хай, обновим этот хай, затем только будет уже аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. В общем, вот так. Надеюсь, все было понятно, внятно. Спасибо за то, что были. Если есть вопросы, задавайте. И всем хороших выходных и профитной будущей недели. Мы находимся внутри MXM фазы, все еще. Вот это чистый MXM. Вот тут у нас, видите, low resistance ликвидность здесь накоплена. Вот тут полка ликвидности в виде equal highs, равная ликвидность. Поэтому наверху в премиуме у нас очень много ликвидности. Плюс мы здесь уже сбалансировали вот этот диапазон, он уже сбалансирован. Если даже спустимся, то можем вот до где-то сюда и отсюда уже вот сюда. Отсюда потом дальше продолжим движение в лонг. Потому что мы здесь опять также сформировали ликвидность. Вот эта ликвидность, она прям просится, чтобы ее забрали. Видите, вот эта ликвидность. И тут плюс очень похоже на PO3 формирование. Вот тут аккумуляция. Это манипуляция. И дистрибуция может, то есть пойдет сюда, чтобы сбалансировать вот этот новый рейндж, который мы сформировали. Вот этот рейндж. И отсюда мы развернемся. И начнется опять новая дистрибуция. Вот так. Все, если нет вопросов, ребята, всего доброго, до свидания, хороших выходных вам. Пока-пока.